Добрый день. Мы продолжаем рассматривать с вами плоское движение твердого тела. Сейчас мы, как я уже говорил ранее, изучили плоское движение, вращательное движение, изучили общий случай движения. Но есть еще интересный аспект этого общего случая движения, который называется мгновенный центр скоростей твердого тела. И сейчас давайте обратимся к нему, посмотрим, как мы можем использовать это понятие при определении кинематических характеристик плоского тела. Итак, посмотрим презентацию. Итак, мгновенный центр скоростей плоско-параллельного движения твердого тела. При плоском движении в каждый момент времени существует точка, скорость которой равна нулю. Такая точка называется мгновенным центром скоростей. Действительно, если у нас скорость в точке А, ВА имеется, в точке Б скорость ВБ, и если мы опустим перпендикуляры от этих векторов скоростей, то получится точка П, которая может быть принята некоторым центром, мгновенным центром скоростей. Скорость в этой точке равняется нулю. Ну, чем дальше от мгновенного центра скоростей, тем больше скорости. Вот здесь скорость равна нулю. И мы это понятие сейчас будем использовать для определения скорости любых точек этого тела. Итак, положение мгновенного центра скоростей определяется в результате того, что мы опустили перпендикуляры от направления векторов, и получилась точка пересечения. Движение тела в данный момент времени можно рассматривать как мгновенный поворот вокруг точки P. То есть в каждое мгновение координата мгновенного центра скоростей меняется, в зависимости от того, как меняется скорость тела. Но в каждый момент времени можно считать, что тело мгновенно совершает поворот вокруг этой точки. Тогда, если нам надо найти скорость в какой-то произвольной точке, то мы должны до этой произвольной точки С выставить перпендикуляр, и скорость в этой точке, в точке С, будет пропорциональна радиусу до точки и умноженной на угловую скорость. Таким образом, если я захочу определить кинематические характеристики в любой момент времени любой точки, я тогда до этой точки от полюса, от мгновенного центра скоростей выставляю перпендикуляр, провожу нормаль к этому перпендикуляру и пропорционально этому радиусу нахожу скорость. Это очень простой способ, который позволит нам решать интересные задачи и решать их достаточно быстро. Чтобы представить, какие могут возникнуть задачи, давайте рассмотрим такой пример. Некоторые комментарии к видео, которое я сейчас покажу. Здесь велосипедист спускается с горы. Причем была поставлена задача установить рекорд скорости движения на велосипеде по грунту. Движение скорости, то есть движение велосипедиста, его скорость определяется с помощью радара. Обычного радара, который используется, в частности, ДПС наших, ГАИ, так называемые, когда оценивается скорость движения автомобиля. И вот такой же радар устанавливается и измеряется показания движения. Так вот вопрос. Если бы радар мог измерять не вообще скорость велосипедиста, которая измеряется по его корпусу, а любой точке этого объекта движущегося, в частности велосипеда, то какие показания могли бы дать, какое показание мог бы дать радар? Какая бы скорость могла быть отмечена? Какая максимальная скорость получилась? Вот такая задача. То есть у нас велосипедист движется по горе, он движется с определенной скоростью, но все части велосипеда движутся с разными скоростями. Давайте посмотрим видео.
dass man auch gut das Gefühl hat, das Bike, die Bremse funktionieren und so Kleinigkeiten. Und dann halt einfach, ja, Helm auch. Mal an die Linie trinken. Честно говоря, довольно опасное мероприятие. Не повторять. Oh, nice. 164. It means 164 kilometers. Sorry, buddy. Так, вот такое видео. Как я понял, ну, как вы, видимо, поняли, скорость была отмечена 164 с лишним километров в час. Ну, достаточно большая действительно скорость. Хорошо, что все удачно получилось. А сейчас давайте посмотрим. Единственное ли это показание, какое могло быть отмечено радаром? Представьте, что радар измерял бы не интегральную скорость, а именно частей велосипеда. Итак, как вы думаете, что мог показать радар? Большую ли скорость, меньшую ли скорость движущегося колеса? Давайте рассмотрим это. Итак, вот колесо, вот наклонная поверхность, вот центр вращения этого колеса. Но при движении колеса в каждый момент времени у нас, видимо, вот скорость точки А это и есть 164 км в час. Но при движении у нас в каждый момент времени, вот оба, касаясь Земли, точка вот эта, конкретно эта точка, имеет нулевую скорость. Ведь Земля неподвижна. И прижимаясь к этой неподвижной поверхности, точка, которая прижимается к Земле, имеет такую же скорость, как, собственно, Земля. То есть нулевую точку. Нулевую скорость. Нулевая скорость – это понятие мгновенный центр скоростей. То есть в этом месте у нас скорость равна нулю. А следовательно, все точки, удаленные от этого места, от мгновенного центра скоростей, имеют большую скорость, чем он. И чем дальше, тем больше. Если у нас с вами в точке А скорость ВА, то дальше от мгновенного центра скоростей пропорционально расстоянию скорость будет больше. И в частности, на верхней части обода скорость будет ВБ. Она будет больше. И будет больше, чем в 2 раза, больше в 2 раза по сравнению с той, которая отмечалась на оси велосипеда и в целом велосипедиста. То есть здесь была скорость 164, а здесь в 2 раза больше. Видите, 164 в 2 раза большая скорость, 328 км в час. То есть вот эта точка движется со скоростью 328 км. Это 164 километра, а вот эта точка, как ни парадоксально это не звучит, эта точка вообще не движется. Она прижимается к Земле. Скорость движения обода вот в этом месте равняется. Вот. Таким образом, мы получили с вами вот такой ответ. Радар мог показать максимальную скорость 328 км в час, если бы он был настроен соответствующим образом. Ну, я надеюсь, нас не обманывали они. И правильно измерили скорость 164 км в час. Ну, как вы видите, вот такой интересный способ, такое интересное понятие, как мгновенный центр скоростей, ну, позволяет делать некоторые выводы по поводу скоростей движения твердого тела. В частности, вот если бы мы захотели найти, например, скорость вот в этом месте, как бы нам надо было
проводить рассуждение. Ну, это в середине, вот здесь, в середине. Мы бы из точки P опустили перпендикуляр вот сюда, в точку, на середине обода. А дальше перпендикулярно этому радиусу провели бы, вот так я показываю вниз, перпендикулярно, провели бы вектор скорости, и он бы равнялся расстоянию пропорционально радиусу до точки в середине обода и угловой скорости вращения, мгновенного вращения этого тела относительно точки полюса. Я вам на дом дам такую задачу, пожалуйста, посмотрите, решите такую задачу. Итак, для тех, кто изучает дисциплину на английском языке, пожалуйста, послушайте англоязычную версию материала. Once again, for rigid body undergoing general plane motion for any 2 points, A and B, that belong to this rigid body, we can write this equation that relates their linear velocities. According to this equation, if at this instant VA is 0, then this equation becomes simply VB equals to the cross product of omega, which is the angular velocity vector of this rigid body, and RB/A, which is the relative position vector with respect to point A. Also, according to cross product rules, we can determine that the direction of the velocity of point B is perpendicular to its relative position vector. And for any other point on this rigid body, point C or D, we can write similar equations and draw similar conclusions. It is as if this rigid body is rotating about a fixed axis that passes through point A. In this case, point A is known as the instantaneous center of zero velocity. Pay attention to the word instantaneous, which indicates that point A only has zero velocity at this instant, and at this instant alone can it be considered as the center of rotation. If we can identify the instantaneous center of zero velocity for a rigid body at a given instant, then the general plane motion reduces to pure rotation, which is a lot easier in terms of calculation. Sometimes the instantaneous center of zero velocity can be determined simply through observation. For example, in this problem, if the wheel is rolling without slipping and it has the given angular velocity omega and angular acceleration alpha, we need to determine the linear velocity and linear acceleration of its center point G. Since this wheel is rolling without slipping, therefore, where it is in contact with the ground, it should have the same velocity of the ground, which is 0. Therefore, this contacting point is our instantaneous center of zero velocity. Therefore, the general plane motion of this wheel can now be reduced to a pure rotation about this point IC. Therefore, the linear velocity of point G equals to the cross product of omega, and R, the relative position of G with respect to IC, which is the position vector drawn from IC to G, and according to our coordinate system, this position vector is Ri. And omega has a component of K, therefore Vg equals to negative R omega I, indicating that the direction of motion is horizontal towards the negative x direction. And since the linear acceleration equals to the time derivative of the linear velocity, dvg over dt, and from observation, we can see that the direction of motion is always horizontal, and the radius of the wheel r is a constant. Therefore, the only variable is omega, the magnitude of the angular velocity. Therefore, from here, Ag equals to negative r d omega dt I, and d omega dt is simply alpha.
But how do you find the instantaneous center of zero velocity when it is not so obvious? Well, there are two conditions that must be satisfied simultaneously. The first one is the linear velocity vector of any point in this rigid body must be perpendicular to the relative position vector from the instantaneous center of zero velocity. Secondly, the velocity magnitude is proportional to the relative distance, again, from the instantaneous center of zero velocity. In general, there are three cases. First case, if you know the direction of the linear velocities of any two points in this rigid body, and they are not parallel to each other, then if you draw the two lines that are perpendicular to these two velocity vectors respectively, the point of interception must be the instantaneous center of zero velocity, because this is the only way that the first condition can be satisfied. Second case, if you know the direction of the velocities of 2 points in this rigid body, but the two velocity vectors are parallel to each other, then you know for sure that if you draw the line that is perpendicular to both of these two position vectors, then the instantaneous center of zero velocity must be on this line, because that's the only way the first condition can be satisfied. But if at the same time you also know the magnitudes of these two velocities, then you can determine the location of instantaneous center of zero velocity through similar triangles. As you can tell, the instantaneous center of zero velocity does not have to be in this rigid body. It can be beyond this rigid body. The third case is similar. Again, these two velocity vectors are parallel to each other, and the instantaneous center of zero velocity must be on this line that is perpendicular to both of them. And if at the same time you also know the magnitudes of these two velocities, then you can determine the exact location of the instantaneous center through similar triangles. And in either case, the ratio between the velocity magnitude and the relative distance from the instantaneous center is omega, the angular velocity magnitude of this rigid body. Let's revisit this problem that we looked at in the previous video, and let's try to solve the angular velocity of rod BC using the instantaneous center of zero velocity. We can use this approach because we can easily determine the directions of linear velocities of point B and point C that both belong to this rigid body rod BC. Since color C is only able to move horizontally and its velocity is given, and also since point B also belongs to rod AB, which is doing rotation about a fixed axis at point A, therefore its velocity is perpendicular to this relative position vector. And now we have determined the direction of the linear velocities of both B and C. We draw lines that pass through point B and point C and are perpendicular to their linear velocities respectively. And the interception here is the instantaneous center of zero velocity. And this is the relative position of point C with respect to IC. Now, in this triangle, we can determine these three angles easily, and we know one side, and we want to find this side right here. According to law of sines, we can solve this relative distance to be 0.773 meter, and remember the ratio between VC and RC relative to IC is omega, the angular velocity of rod BC. Therefore, from here we can easily calculate omega to be 2.59 in the unit of radian per second, or simply the reciprocal of second, which is the same answer that we got in the previous video. And as you can see, since point C is moving to the right, which is clockwise about the instantaneous center, therefore the direction of rotation is clockwise.
Это домашняя задача для тех, кто заинтересован. Еще одна. И еще пару задач от меня. Вот еще задача, пожалуйста, для домашнего решения. Посмотрите. Ее мы на следующем вебинаре можем посмотреть вместе. Я ее не буду показывать решение, я так быстренько промелькаю его. Вот. И окончательно вопросы для изучения самостоятельно. Вот, прикладная механика 49, страница, посмотрите, 44, 52. Для тех, кто изучает на английском языке Engineering Mechanics Dynamics, учебник, который я вам тоже доставил, по почте переслал. И, пожалуйста, ответьте на контрольный вопрос по-русски и по-английски, кто изучает. Так, на сегодня мы с вами работу заканчиваем, готовимся к экзаменам и контрольным работам.